Когда человек засыпает, его мышцы расслабляются. Но расслабляются не только мышцы туловища, но еще и мышцы дыхательных путей. Мышцы мягкого неба и язычка в горизонтальном положении под действием воздуха, проходящего через дыхательные пути, совершает колебательные движения по задней стенке глотки и вызывает вибрацию, которую мы называем храп. Храп может мешать нашим родственникам спать, но может быть и опасным для самого человека, который храпит, тем, что возникает обструкция. То есть стенки глотки настолько расслабляются, что полностью перекрывают просвет дыхательных путей, и воздух не может поступать в легкие. Это состояние может усиливаться, если за несколько часов до сна человек выпил алкоголь или покурил. Чем это опасно? Кислород не поступает в легкие, не поступает в кровь. Кровь не может донести до органов кислород. Организм испытывает сильнейший стресс. Первым, кто реагирует на это состояние, это мозг. Он самый чувствительный к недостатку кислорода. Мозг подбуживается, то есть он не полностью просыпается. Мы не помним утром, что происходило ночью, но этого достаточно для того, чтобы он активировал системы, направленные на то, чтобы заставить мышцы глотки прийти в тонус назад и открыть дыхательные пути. Для этого происходит мощнейший выброс адреналина. Этот выброс адреналина провоцирует повышение давления, ночное повышение давления и давление в утренние часы. Человек просыпается утром с головной болью, не выспавшийся, и в течение дня он испытывает сонливость. Опасно это инсультами или инфарктами. Также выброс адреналина увеличивает электрофизиологические механизмы сердца, которые вызывают аритмии или нарушение проводимости. Также апноэ может вызывать усиление симптомов сердечной недостаточности, снижать выработку тестостерона, что влечет за собой снижение потенции, либидо, может снижать выработку соматотропина. Это гормон, который необходим для мобилизации жира из депо. В этом случае жир дольше задерживается в нашем организме не только на тех местах, где мы не хотим, но еще и в тканях дыхательных путей. Стенки глотки еще больше суживают просвет. Это усиливает храп еще больше. Человек толстеет, храпит сильнее, еще больше толстеет, возникает замкнутый круг. Повышается выработка натриуретического гормона. Из-за этого люди чаще ночью ходят в туалет. Если вы отмечаете у себя храп или храп у своих родственников, вам стоит обратиться к кардиологу или сомнологу, а лучше и к тому, и к другому. Берегите свое здоровье, берегите себя.